Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание гороскопу на 2023 год. Поговорим о том, что нас всех ждет, дадим общие советы и рекомендации, а также уделим внимание каждому знаку зодиака. Итак, 2023 год обещает быть наполненным в основном приятными переменами и незабываемыми событиями. Этот год поможет тем, у кого есть долги, справиться с ними, решив все финансовые вопросы и кардинально изменив свое финансовое состояние. 2023 год для каждого человека принесет новости, которые значительно смогут изменить жизнь. Этот год был для многих наполнен хорошими эмоциями, новыми событиями и поведет всех совсем по другому жизненному пути, чем вы шли ранее. Грядет время перемен, которое затронет не только каждую страну, открыв для нее новые возможности, но и каждый дом, каждую семью без исключений. Поэтому очень важно настроиться на это и двигаться за течением перемен, но не пытаться идти против него, так как не приняв перемены, вы не принесете себе ничего хорошего, а только упустите возможность воспользоваться данными изменениями себе во благо. Смена энергетических этапов происходит раз в 1000 лет. Когда приходит новый этап, он моментально меняет все, что встречается на его пути. И сейчас человечество вновь стоит на пороге глобальных изменений и у нового энергетического этапа, который будет достаточно мощным, порой непредсказуемым, но принесет улучшение жизни для каждого человека без исключения. Важно уметь ставить цели и понимать, что нужно от жизни, что имеет для вас значение, а что нет, чему нужно противостоять, а чего нужно придерживаться. И каждому человеку будет дана возможность, воспользовавшись которой он сможет приобрести то, о чем он мечтал, осуществить то, к чему стремился, и оставить позади все то, что тяжелым грузом на протяжении долгого периода времени лежала на его плечах. Теперь, друзья, поговорим с вами о знаке зодиака Овен. Что ожидать в работе, в финансах, в личных отношениях и, конечно же, что со здоровьем. Итак, уважаемые наши с вами Овны, начнем с работы. В отличие от прошлого 2022 года, в вашей профессии вас будет ожидать подъем. Вы сможете проявить свои таланты и исправить все допущенные ранее ошибки. Не стоит, главное, стоять на своем и обманывать самого себя, оправдывая свои действия тем, что вы не смогли поступить по-другому. Это не так. Всегда есть выбор. А вот утруждать себя ним или нет, человек уже решает сам. Чем быстрее вы сами себе признаетесь в том, что могли вы приложить усилия, а не сделали это, тем быстрее сможете начать новый жизненный этап. Время у вас есть до марта 2023 года, когда перед вами откроется важный энергетический канал. Вы должны быть чисты душой и точно знать, к чему вы должны стремиться. А выбрав данную дорогу, идти по ней только вперед и не отступать. С коллегами, с которыми у вас испортились отношения, появится возможность все исправить. Сделайте первый шаг, и вы удивитесь сами тому, как все быстро наладится. Появится взаимоуважение и в нужные моменты даже взаимопомощь. Теперь, уважаемые Овны, уделим внимание финансам. Что же в сфере финансов ждет Овна в 2023 году? Уважаемые Овны, вы сможете изменить свое финансовое положение, притянуть больше денежной энергии. Но для этого нужно будет старательно работать. Если вы будете создавать видимость работы и думать о том, что деньги сами по себе у вас появятся, так это не будет работать. Больше всего проявите себя в июне, в первой половине августа и в сентябре. Не забывайте придерживаться и законам, по которым живет денежная энергия. Это будет вам помогать. Когда у вас будут появляться деньги, сделайте на них то, что оставит о себе значительный положительный отпечаток. Вложите их в что-то существенное. Таким образом, деньги будут только приумножаться.
Далее, уважаемые овны, уделим внимание сфере любви. Итак, уважаемые овны, в начале года у вас с этим не будет никаких проблем, все будет идти своим чередом. А вот в конце 2023 года непосредственно все будет зависеть только от вас. Могут возникать ссоры, скандалы, и вы должны правильно на них реагировать, сдерживаться, иначе можете остаться одинокими. Нужно правильно подходить к появившимся деньгам, и если кто-то в семье не может заработать столько, сколько вы, это не значит, что вы должны этим упрекать. Такие действия очень быстро разрушат вашу семью. Парам, у которых были проблемы, будет дана возможность все исправить, поэтому не упустите. Далее, уважаемые овны, поговорим о сфере здоровья. Итак, уважаемые овны, проблем со здоровьем не будет на протяжении всего 2023 года. Но внимательно следите за своей нервной системой, так как она может дать, к сожалению, сбой. Давайте себе время на отдых, медитируйте, отпускайте все плохое и притягивайте только хорошее. Бережное отношение к себе еще никому не мешало, и поэтому научитесь себя беречь. Далее, друзья, у нас с вами телец. Уважаемые наши тельцы, начнем с сферы работы. Итак, уважаемые тельцы, первые 6 месяцев для представителей вашего знака зодиака будут непростые. Придется много и усердно работать. А вот вторая половина года напрямую зависит от того, как продуктивно вы проведете первую. Поэтому не жалейте сил, приложите максимум усилий, чтобы возможно было во второй половине года расслабиться и воспользоваться всем тем, что вы сможете заработать. Весь ваш успех в этом году будет зависеть только от вас. Людям на руководящих должностях нужно больше внимания оказывать своим подчиненным. Это значительно будет помогать вам в течение года решать даже самые трудные возникшие ситуации. Стоит осознать, что поддержка коллектива очень важна, и чем она больше, тем больше перспектив перед вами откроется. Далее, уважаемые тельцы, финансы. Итак, уважаемые тельцы, начало года будет непростым, и финансово в том числе. Но с каждым следующим месяцем положение будет улучшаться и изменяться только в лучшую сторону. Вы сможете решить многие бытовые и финансовые вопросы, которые не давали вам ранее вздохнуть спокойно. Вы сможете себе позволить что-то новое, но не стоит тратить деньги бездумно. Это поможет вам научиться правильно обращаться с деньгами, а это очень важно, ведь деньги должны приносить счастье и постоянно находиться в движении. Далее поговорим, уважаемые тельцы, о любви. Парам нужно научиться беречь друг друга и те отношения, которые между вами есть. И если вы поддадитесь соблазну со стороны, то разрушите имеющиеся отношения. Поэтому перед тем, как что-то сделать, хорошо обдумайте, будет ли такое влечение стоить тех отношений, которые сейчас у вас уже есть. Представителям данного знака зодиака, которые в 2023 году вступят в отношения, придется пройти через нелегкий путь. Но тех, кто справится, это приведет к устойчивым, крепким и стабильным отношениям, которые никогда и никто не разрушит. Далее, уважаемые тельцы, уделим внимание здоровью на 2023 год. Уважаемые тельцы, не стоит рисковать здоровьем. Вовремя проходите обследование, уделите внимание спорту, диетам, откажитесь и от экстремальных видов спорта, так как есть высокая возможность получить сильные физические травмы, после которых нужно будет вам, уважаемые тельцы, долго восстанавливаться. Далее, друзья, у нас с вами близнецы. Уважаемые близнецы, начинаем с работы. Уважаемые близнецы, этот год для вас будет непростым, поэтому в начале года важно, чтобы вы выставили цели, выделили приоритеты, и чтобы не происходило, ни в коем случае не опускайте руки. Двигайтесь только по выбранному пути, только придерживаясь такой тактики, вы сможете совсем справиться. Удача начнет присутствовать в ваших делах. К концу года вы разберетесь со всеми неприятными ситуациями, ваша жизнь станет интересной и разнообразной, и перспективы в работе не заставят себя долго ждать. Далее финансы. Уважаемые близнецы, в течение года у вас будут финансовые то взлеты, то падения, но взлетов будет гораздо больше, а к концу года положение и вовсе стабилизируется с деньгами.
Деньги будут присутствовать в вашей жизни в нужном для вас количестве. Далее, уважаемые близнецы, поговорим о этой теме любви. Итак, в семейных отношениях, уважаемые близнецы, этот год для вас будет очень счастливым, принесет приятные новости и памятные события, которые сделают их еще крепче и дружнее. Всегда будьте для своей второй половинкой опорой, и такой семье никто не причинит вред. Вместе вы сможете пройти через любые ситуации. Представители этого знака зодиака, которые решат перейти в своих отношениях на новый этап, обретут счастье и благополучие. Далее, уважаемые близнецы, поговорим о здоровье. Физическое состояние, уважаемые близнецы, не будет вызывать тревог. В течение года у вас все будет хорошо, даже простудные сезонные заболевания будут обходить вас стороной. Очень важно, уважаемые близнецы, чтобы вы начали закаляться. Это укрепит не только ваш иммунитет, но будет давать вам заряд бодрости, а с ними положительные энергии будут привлекаться и притягиваться в вашу жизнь. Далее, друзья, у нас с вами рак. Уважаемые раки, начнем с работы. Уважаемые раки, для вас это будет очень перспективный год. Вы сможете осуществить все, что задумаете. Вы сможете обзавестись единомышленниками, сможете создать абсолютно новое дело, аналогов которого еще не придумали, что поможет достичь новых вершин. Тем, кто мечтал о переходе на новую высокооплачиваемую должность, выпадет шанс. Поэтому не бойтесь, уважаемые раки. Если нужно будет взять на себя обязанности, вы знаете, вы совсем справитесь. Уважаемые раки, если мы будем говорить о финансах в 2023 году, то деньги будут поступать в вашу жизнь регулярно, в таких количествах, которые вам будут требоваться для счастливой жизни. Вы сможете открыть для себя то, что ранее перед вами было закрыто. Начните путешествовать и не забывайте, что деньги должны приносить счастье и только положительные эмоции. Тем, кто ранее работал на результат, получится значительно приумножить свой доход. Если мы говорим о любви, то отношения будут переменчивыми, уважаемые раки. В один момент будет казаться, что все предельно ясно, а вот в другой момент будет ощущение, что мир уходит из-под ног. Поэтому не теряйте самообладание, подумайте, почему так получается и что нужно сделать для того, чтобы это исправить и начать новый этап в отношениях. Добавьте больше романтики и начните проводить больше времени вместе. Научитесь уступать друг другу, это очень важно. С супругом нужно отпустить обыденность и попробовать что-то новое, разнообразить свои отношения. Что же касается здоровья, уважаемые раки, в начале года о себе напомнят хронические заболевания, а далее весь год вас будут сопровождать хорошее здоровье. Пейте больше витаминчиков и чайчиков из трав. Это будет укреплять ваше энергетическое поле. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Лев. И, как всегда, уважаемые львы, мы начинаем с работы. Итак, на протяжении всего года для львов не будет проблем, связанных с рабочими процессами. Все дела, за которые будут браться львы, будут получаться с первого раза. Очень хорошо начинать свой бизнес, открывать собственное дело, так как вам, уважаемые львы, будет дана прекрасная возможность перестать от кого-либо зависеть. Вы сильнее, чем вам даже кажется. Вы сможете открыть в себе скрытые таланты, которые связаны с вашей профессией. Это поможет вам быстро проявить себя и добиться уважения среди коллектива и начальства. Не бойтесь брать на себя больше обязанностей, чем обычно. Это опыт, который вам даже очень скоро пригодится. Что же касается финансов, уважаемые львы, этот год в финансовом плане для вас будет значительно лучше предыдущего. Вы сможете с легкостью приумножить имеющийся у вас капитал. Относитесь с уважением к тому, что у вас уже есть, и его станет гораздо больше. Не стоит никому, особенно в первой половине года, одалживать деньги, так как эта сумма может никогда больше не вернуться к вам. Самым успешным финансовым месяцем, уважаемые львы, для вас будет ноябрь. Далее любовь. Что же касательно личной жизни, то тут будут возникать непростые ситуации, где-то недопонимания. Вы любите, чтобы вас всегда и во всем слушали, так как считаете, что всегда во всем правы. Но это не так. Научитесь признавать, что мнение вашей второй половинки немаловажно. Дайте возможность что-то решать за вас, и вы увидите, сколько ранее, казалось бы, серьезных проблем сами по себе уйдут, не оставив о себе и следа.
У одиноких представителей данного знака зодиака будут приятные знакомства, которые перерастут в красивые и романтические отношения. Если мы говорим о здоровье, уважаемые львы, то со здоровьем возможны проблемы в мае-июне, поэтому поберегите себя в эти месяцы. Не стоит перетруждаться, высыпайтесь, осторожно переходите через дорогу и не вступайте в споры с незнакомыми людьми. Далее, друзья, у нас с вами Дева, уважаемая Дева. Начинаем с работы на 2023 год. В 2023 году вы сможете добиться всего, чего пожелаете. Вы сможете и вырастить в должности, поднявшись на самую высокую ступеньку в своей карьере. Вы должны проявить настойчивость, доказать, что вы готовы к большой ответственности. Представители данного знака зодиака – это грамотные и умные люди. В этом году эти качества нужно будет еще приумножить. Перед многими представителями данного знака зодиака станет выбор – карьера или хорошая заработная плата. Здесь нужно выбрать каждому для себя и придерживаться этого пути. Уважаемая Дева, научитесь организовывать работу, это поможет вам с легкостью справляться со всеми поставленными задачами. Что же касательно финансов у Дев, то финансовое положение на протяжении 2023 года, уважаемая Дева, будет на высоте. Это плоды вашей работы, поэтому настройтесь получать удовольствие. Вам вернут долги, которые задерживали на протяжении долгого периода времени. Не забывайте заниматься благотворительностью, это поможет приумножить все то, что вы уже имеете. Проблем с деньгами не будет на протяжении всего года. Далее любовь, уважаемая Дева, в семье у вас все будет хорошо, отношения станут еще более крепкими, ведь ранее вы вместе преодолевали многие трудности. Теперь будете радоваться тому, чего достигли. Ваша вторая половинка – ваш верный друг, который всегда и во всем вас будет поддерживать. Благодаря этому вы много всего хорошего и положительного привлечете в свою жизнь. Уважение, любовь, счастье, взаимопонимание – это ваши спутники на весь 2023 год. Уважаемая Дева, что же касательно здоровья, то со здоровьем у вас на протяжении года не будет никаких проблем. Занимайтесь спортом, пейте соки, больше гуляйте на свежем воздухе. Это поможет сделать ваше здоровье еще крепче, а также притянет к вам потоки светлых энергий, которые с каждым днем все больше будут укреплять ваше энергетическое поле и защищать его от негатива. Далее, друзья, у нас с вами весы. Уважаемые наши весы, начнем, как всегда, с работы. Уважаемые весы, вам стоит приложить усилия в 2023 году и справиться с некоторыми проблемами. Но когда вы это сделаете, у вас начнется очень положительный жизненный этап. Нужно меньше доверять окружающим вас людям, особенно сотрудникам. Запомните, что друзей на работе не бывает, и как только вы станете им невыгодны, они быстро себя проявят. В мае и июле, уважаемые весы, у вас получится укрепить отношения со своими партнерами. Не стоит заниматься тем делом, которое не доставляет вам удовольствия. Измените это, так как если продолжите, успехов добиться у вас не получится. Также, уважаемые весы, не бойтесь экспериментировать, пробовать что-то более интересное и новое. Что же касательно финансов, уважаемые весы, то в начале года возникнут проблемы с деньгами, но в середине года все наладится. Вы сможете значительно увеличить потоки денежной энергии в вашу жизнь. Здесь очень важно, чтобы вы не тратили большие суммы в мае и в июне. В эти месяцы лучше их отложить, а вот к концу года вас будет ожидать крупная покупка, о которой вы мечтали, и для покупки, которой достаточно долго вы работали. Далее, уважаемые наши весы, касательно любви, то здесь личная жизнь будет наполнена романтическими чувствами, страсть, любовь будут на протяжении всего года вас окружать. Те люди, которые находятся без пары, встретят в этом году своего родного человека, с которым смогут построить красивые отношения, такие, что им будут завидовать со стороны. Вам нужно на протяжении второй половины года будут оказывать поддержку своей второй половине, поэтому проявляйте всю свою мудрость и, что немаловажно, наберитесь терпения. Что же касательно здоровья, то представителям этого знака зодиака стоит поберечь свое здоровье, так как возможны энергетические оттоки, которые будут ослаблять ваше энергетическое поле и делать вас подвластными негативу. Ни в коем случае нельзя набирать лишний вес, следите за этим, так как это
лишняя нагрузка на сердце, а вам этого не нужно. Откажитесь и от большого количества кондитерских изделий, и у вас тогда все будет хорошо. Далее поговорим о Скорпионе на 2023 год. Уважаемые Скорпионы, что же касательно работы, то первая половина года в карьере для вас будет неудачной. Вы решите что-то изменить, уйти на другую работу, и все получится совсем не так, как вы ожидали. Но не стоит расстраиваться, работайте так, как у вас обязательно все получится. А в конце года у вас появится возможность все исправить. Вот здесь главное не упустить эту возможность. Предпринимателям стоит подумать о том, чтобы попробовать себя абсолютно в новых сферах деятельности. Это принесет вам успех, а затем получится найти новых партнеров и расширить данное дело. Далее финансы. Уважаемые Скорпионы, из-за неправильного и небережного отношения к деньгам у вас возможны в начале года финансовые проблемы, которые научат вас значительно экономить и кардинально пересмотреть свое отношение к ним. Если все сделаете правильно, к середине года все проблемы уйдут. А вот если не придадите этому должного внимания и значения, то все затянется до октября 2023 года. В конце года будут денежные поступления, которые очень вас порадуют. Далее, уважаемые Скорпионы, поговорим о любви. В отношениях будет все стабильно, но в какой-то момент вы заметите, что ваша вторая половина не всегда искренняя по отношению к вам. В этот момент вам нужно будет серьезно поговорить, чтобы такие действия не зашли еще дальше. Супруги, которые много лет в браке, переживут ситуацию, которая сделает их связь еще крепче. Тем парам, которые будут заниматься ремонтом, нужно запастись терпением, так как этот период научит вас прислушиваться к мнению друг друга, уступать в нужные моменты и не обращать внимания на многие детали. Что же касательно здоровья, то, уважаемые Скорпионы, обратите внимание на эту сферу, так как здоровье будет периодически себе напоминать. Тем людям, которые любят лениться, стоит пересмотреть свой образ жизни. Займитесь оздоровительной физкультурой, прогулками, полностью измените питание и, конечно же, откажитесь от такого количества таблеток, которые вы привыкли принимать. 2023 год, уважаемые наши Скорпионы, дает вам возможность стать здоровым человеком, поэтому не упустите этот шанс. Далее, друзья, у нас гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые Стрельцы, давайте начнем с работы. Итак, в начале 2023 года, уважаемые Стрельцы, у вас будет возможность изменить работу, так как вам сделают хорошее предложение, открывшее перед вами новые возможности. Вы быстро построите карьеру, приложив усилия в первой половине 2023 года, изрядно поработав, у вас будет возможность отдохнуть уже во второй половине года. В этом году вы обзаведетесь важными знакомствами, которые будут вам помогать в вашей профессиональной деятельности. Тем представителям знака зодиака, у которых есть новые идеи, нужно начать воплощать их в жизнь. Если вы работаете сами на себя, не задумывайтесь, начинайте. А вот если у вас есть руководитель, идите к нему и озвучивайте свои идеи. Он оценит и поможет вам в их продвижении. Далее, друзья, поговорим о финансах для Стрельца. Ваша финансовая ситуация, уважаемые Стрельцы, будет стабильной на протяжении всего года. Главное, в начале 2023 года задайте правильный энергетический темп. Стоит правильно распорядиться деньгами, положить их под процент в банк или же вложить в какое-то прибыльное дело. Можно заняться акциями, это поможет вам разбогатеть. Не забывайте, что деньги должны находиться в движении. Тогда они принесут вам больше пользы и не получится финансовый застой. Далее поговорим, уважаемые наши Стрельцы, о любви. В начале года вам нужно будет показать своей семье, что она это самое ценное, что у вас есть. В личной жизни у представителей этого знака зодиака все будет хорошо. Тем, кто на данном этапе без пары, предстоят красивые бурные романы, поэтому настройтесь и получайте удовольствие. В конце года вы встретите подходящего вам по духу человека и построите нужные для вас отношения. Далее поговорим о здоровье для Стрельца. Уважаемые Стрельцы, в первом квартале года вас будут сопровождать простудные заболевания, возможно, частые головные боли, но не расстраивайтесь, этот период быстро пройдет и все наладится. Если вы давно хотели что-то изменить в своей внешности, этот год очень подходящий для такого, поэтому действуйте и ни в коем случае не опускайте свой шанс.
Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Козерог на 2023 год. Начнем с работы. Уважаемые Козероги, этот год не принесет вам значительных подъемов в карьере, поэтому работайте в обычном режиме. Занимайтесь тем, что вам нравится, и постепенно идите к своим поставленным целям. А вот уважение среди коллег у вас значительно возрастет. Вы сможете сплотить коллектив и направить его в нужное русло. Вы сможете закончить все важные для вас дела, которые были начаты еще в прошлом году. Для предпринимателей это будет очень успешный год, который поможет вам разбогатеть, найти новых поставщиков, с которыми у вас получится заключить взаимовыгодное сотрудничество. Далее, уважаемые Козероги, уделим внимание финансам. Итак, на протяжении 2023 года у вас будет постоянно меняться финансовое состояние. Тем представителям знака зодиака, которые имеют финансовые долги, получится в этом году с ними рассчитаться. Сделайте вы это с легкостью. Значительную сумму вы сможете потратить на отдых, но это принесет вам положительные эмоции. Главное, отпустите эти деньги с легкостью. В первой половине декабря возможны финансовые потери, но не расстраивайтесь, они быстро закончатся, и к концу месяца в вашей жизни все наладится. Далее, уважаемые наши Козероги, поговорим о теме любви. Итак, в личной жизни у вас будут приятные события, которые привлекут энергию и счастье в большом количестве. Семья станет еще крепче, чем была ранее. Взаимопонимание и уважение от детей приумножится. Больше балуйте детей на протяжении всего года, ведь они очень быстро растут. Ловите все возможности и больше времени проводите с ними вместе. Что же касательно здоровья, уважаемые Козероги, то в течение всего года со здоровьем у вас будет все в порядке. Вам нечего опасаться. Даже те заболевания, которые ранее вас тревожили, останутся в прошлом. Друзья, теперь поговорим о знаке зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, для вас гороскоп на 2023 год. Итак, начинаем с работы. Уважаемые Водолеи, этот год для вас будет наполнен перспективами. Вы сможете заняться тем делом, о котором давно мечтали, и сможете осуществить все свои планы. Не отказывайтесь и пробуйте все, что будет давать вам этот год. Если вы давно мечтали о какой-то работе, обязательно обретете ее. Повышение по карьерной лестнице произойдет уже во второй половине года, но вы должны быть готовы показать свои лидерские качества и доказать, что на вас в любой ситуации можно положиться. Начальникам нужно чаще поощрять своих подчиненных премиями. Это будет подталкивать их к тому, что они ответственнее будут относиться к своим обязанностям, стараться добиваться лучших результатов в своей работе и всячески подстраховывать вас. Что же касательно финансов, уважаемые Водолеи, в финансовом плане год для вас будет стабильным. Вы сможете с легкостью приумножить все сбережения, которые у вас будут иметься. Продолжайте относиться к деньгам с уважением, и они всегда будут окружать вас. В конце года вы получите хорошее вознаграждение за свой труд. Что же касательно любви, уважаемые Водолеи, то в 2023 году вас ждет очень важные изменения и события, о которых вы мечтали на протяжении долгого периода времени. Счастье будет возле вас весь год, ваша вторая половинка станет еще ближе к вам. Отношения с каждым днем будут только крепчать. Вам стоит подумать о покупке квартиры, приложив немного усилий и работая вместе на результат, и тогда у вас обязательно все получится. Вы сможете осуществить свой план, и вас ожидает прибавление в семье. Что же касательно здоровья, уважаемые Водолеи, то проблемы, которые вас преследовали в 2022 году, останутся далеко позади. Все остальное будет хорошо. Цените то, что вы имеете. А здоровье, уважаемые Водолеи, у вас будет крепким. Далее, друзья, у нас с вами знак зодиака Рыбы, и мы с вами поговорим о гороскопе для вас, уважаемые Рыбы, на 2023 год. Итак, начинаем с работы. Уважаемые Рыбы, в начале года стоит подумать над тем, что имеет для вас значение. Выставьте приоритеты и продерживайтесь данного плана. Не стоит распыляться, так как не сможете добиться успехов ни в одном деле. Вы любите всегда участвовать во всех делах, поэтому можете давать советы и порой вмешиваться в личные жизни людей, которые вас окружают, поэтому именно от этого откажитесь на протяжении 2023 года. Также, уважаемые Рыбы, у вас не получится в этом году получить продвижение по карьерной лестнице. Будьте готовы к этому и не расстраивайтесь, все лучше еще впереди.
Тем рыбам, кто хочет сменить работу, стоит этим заняться в мае или в апреле. У вас все получится, как вы и планировали. Что же касательно финансов, уважаемые рыбы, то с деньгами в 2023 году будет больше проблем, чем улучшений. Чтобы этого избежать, научитесь с ними правильно обращаться, так как они, как только появляются у вас, вы сразу почему-то будете спешить их потратить. Вы, к сожалению, не умеете ценить их, считая, что ваша семья должна вам финансово помогать. Измените это мышление, пока не поздно, и вы увидите, как улучшатся дела с вашими финансами. В конце года, уважаемые рыбы, будут возникать траты, связанные с домом, приобретение новой мебели или, возможно, ремонт. Что же касательно любви, то в семьях, которые долго живут вместе, возможны конфликты, так как ваша вторая половинка будет недовольна тем, что вы стараетесь указывать, какой шаг и когда нужно совершать. В отношениях, которые будут строиться в 2023 году, все будет слаживаться достаточно хорошо. Уделяйте много времени романтике, постарайтесь стать своей второй половинке хорошим другом. Это сделает ваши отношения более близкими. Семья, которая образуется в этом году, будет достаточно крепкой. Что же касательно здоровья, то, уважаемые рыбы, у вас все будет хорошо со здоровьем. Отбросьте мнительность и перестаньте придумывать того, чего у вас нет. Привычка таким образом обращать на себя внимание способна притянуть к вам проблемы. Вы здоровый человек, будьте благодарны этому. Также обращаем ваше внимание, что представителям данного знака зодиака хорошо посидеть на диетах и очистить свой организм. Друзья, этот гороскоп поможет вам правильно настроиться на 2023 год и использовать его себе только во благо, оставив все плохие эмоции, воспоминания и проблемы, а также беды в прошлом энергетическом этапе, а вновь взять все свои мечты и только положительные эмоции. Этот год будет новым во всех сферах вашей жизни, поэтому меняйте все то, что давно хотели, так как еще такая возможность будет не скоро. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео. Всех вам благ, друзья!